обыкновенную дрель можно легко обучить косить траву. Ну и мразь же получилась. У нас что, дерьмовые инструменты сегодня? Не знаю, не уверен. Минимальная слесарная мастерская по металлообработке была у каждого. Качество. О! Нейросети, телеграм-каналы, куча всяких видосов, поиск по фото. И все равно мы разбаловались. Что бы ты ни хотел сделать, на все есть какие-то помощники. И то мы всегда жалуемся, что нейросеть что-то не так нам ответила, что-то не так нарисовала. А вот представь, что на дворе 1979 год, ты 13-летний и все, что у тебя есть, это доступ к гаражу деда со всякими инструментами и неимоверное желание что-нибудь скрафтить. А инета нету. Вот незадача. Поэтому на помощь приходят они. Советские журналы. YouTube советского человека. Источник вдохновения советского человека со всякими гайдами, чертежами, картиночками и инструкциями советских DIY-щиков. Вот так вот смотришь инструкции, вдохновляешься и пи***ешь, что делать сам своими вот этими вот руками. С вами Даня Крастер, лаборатория БНБ, и сегодня мы повторим один из советских гайдов. Погнали! Вообще, советские технические журналы — это отдельный культурный феномен. Вместо ежедневного думскроллинга с тонной инфомусора в то время получить новую инфу удавалось только раз в месяц и только на бумаге. Самыми известными были журналы «Техника молодежи», «Моделист-конструктор», «Наука и жизнь» и, конечно же, «Юный техник». И вряд ли такие журналы лежали в толчке просто полистать. Наоборот, это был целый кладезь разнообразного контента. Открываешь выпуск, а там тебе предлагают сделать радиоприемник, самодельную лодку, сварочный аппарат, металлоискатель, звериного... Короче, тупо аналог современных рекомендаций на Ютубе. Но это был не просто сборник каких-то ебанутых изобретений ради лайков. Большинство статей были про крафт действительно полезных вещей, где нужную штуковину вообще нельзя было купить. Где-то она стоила слишком дорого, а где-то человеку просто было интереснее сделать ее самому. Поэтому журналы учили не только следовать инструкции, но и думать самому. А все потому, что многие идеи присылали обычные читатели с разных уголков страны. Если редакция заценила твой проект, то его опубликовали сразу на всю страну. Но получить какой-то фидбэк было нереально. Сейчас дизлайки тоже скрыты, конечно, но хотя бы комменты есть под видосами, кроме твоего. Почему я очень не вижу? А? Поэтому далеко не все проекты были удачными. Что-то реально работало и потом годами служило своим хозяевам, а что-то выглядело слишком оптимистично даже по меркам того времени. Но тем интереснее проверить, насколько хорошо подобные инструкции пережили почти полвека. Сегодня наш выбор пал на проект дрели-газонокосилки. По сути, это аналог дерьмовых насадок на шурик, которые мы как-то обозревали. Но в данном случае советского качества. Стало очень интересно, справимся ли мы с такой задачей. В журнале есть инструкция на пару страниц с подробным объяснением от автора, как и что делать. Но что-то мне подсказывает, что мы знатно заебемся. Итак, дрель-газонокосилка. Пишут. Мы уже писали в этом году о том, сколько новых профессий может приобрести дрель, если оснастить ее не столь уж сложным приспособлениями. Не столь уж сложными. Не столь сложными, да. Сегодня мы рассказываем еще об одном, с помощью которого обыкновенную дрель можно легко обучить косить траву и даже подстригать кусты. Такая косилка пригодится во дворе, на школьном или садовом участке. Познакомимся с ее устройством. Бла-бла-бла-бла-бла. Бла-бла-бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла-бла. На токарном станке из стальной заготовки вытащите несущий фланец. Номер 2. Фланец 2. Вот это вот. Ага. Это который на дрель, то есть мне надо тонкостенную вот эту фигню вытачивать из вот такого куска стали, правильно? Вот это вот. Вот это Ну, вот. на токарном. На токарном. Я вот не очень понимаю, что из этого крутится-то вообще. Вот мне вот это смещение от центра на конус, вот это как вообще Если делается? конус, скорее всего, это посадка. Ну То есть это хорошо. Вот. неподвижно. То есть у меня крутится вот эта серая фигня, Номер 7. 7. Ага. а крутится она в чем? В розовой, вот в этой 6-й. Да. Ага. Эксцентрик 7 также вытачивается из стали с эксцентриситетом 8 мм, что обеспечит ход ножа 16 мм. О, Ну, хоть как размеры какой-то, пошли наверное. уже, так. Толщиной 6,8, серьга, отверстие под втулку 6 мм, расточить резцом на токарном станке. Угу. Ага, ну то есть... Ну, токарный есть, хорошо. Окей. Дальше что делать? Вот это вот как я тебе буду делать? Вот. Что именно?
Ну, конус тоже, я так понимаю, на токарном. Ну, конус не токарном, но типа его еще и сместить надо от центра. То есть нам надо либо подкладывать что-то, либо четырехкулачковый патрон. Видимо, придется достать его из-под холодильника. Надо дрель еще найти, значит, с Да, конусом. советскую. Все с конусом были? Советскую дрель с конусом. Ну, видимо, очень любили конус, очень. Основные детали косилки изготавливают на токарном, фрезерном и сверлильном станках. Ну, допустим, есть. У нас. Потребуется также навык в слесарной работе. Минимальная слесарная мастерская Угу. по металлообработке была у каждого. Ну что я могу сказать, господа? Нас ждет увлекательнейшее приключение из советского... Может, что-нибудь попроще Времени. найдем? Тут, может, что-нибудь еще есть? Не-не-не-не, решили, значит решили. Ладно. Все, погнали разбиваться на задачи и ликовать! У нас есть задача! Так, написано из бронзы. Бронзы у нас, в отличие от советского деда, нет. Зато пакетик есть целлофановый. Из латуни буду делать вот этот шток, наверное. Вот из этого прутка. А вот эту втулку, которая что-то там где-то крутится, из какого-то другого побольше кусочка. Нет, начну с втулки. Фиг с ним. Надо найти какой-нибудь другой кусок. Вот я у тебя забираю, Да, и, да, наверное, тоже отдай. Ну ладно. Давай, магнитик. Все. Но нам надо самую главную деталь сделать. Это направляшку 13. Она у нас из стального бруска 50 миллиметров. Да. Ну, сейчас попробуем из нашего металлолома найти. Так, ну-ка, Санючек, дай-ка. Держи. Давай, знаешь что? Я пока вот эту фигню делаю, какая она? 6-я. Шестая. Втулка. Я вот внутри как расточу, Мгм. так потом и 10-ю. А нет, снаружи получается. Как снаружи 6-ю расточу, что у нас есть, вот что-то такое есть. Мгм. Потом тогда 10-й деталью там дырку Ну, уже по месту. Ну, по размеру моему, потому что я хз. Еще бы тут указывали размеры, было бы славно вообще. Какая получится, такую тогда тут Ага, и сделаем. хорошо. Ладно, это пока не Ладно. делай. Я пошел Ладно. точить. Ну вот. Придется 6-ю деталь делать потом. Ой, 6-ю. 10-ю. Из стали. Сейчас будем выделывать вот эту штуку. Непосредственно ручку нашей газонокосилки. Есть у нас кусок железявины и старая затупившаяся ручная пила ножом. Вот так вот это должно быть. Сейчас будем их подружить. Самое забавное, что если бы я делал ее аутентичной, из какой-то рукоятки того же лобзика, как там и нарисовано, мне бы тоже все равно пришлось бы делать этот блядский паз. Еще непонятно, где это было бы сподручнее, в дереве или в пластике. С самого начала крафта у нас возникло много вопросов к автору этой гениальной приблуды. Описание каждой детали сводится к простому «возьмите вот это и сделайте из нее вот это». Спасибо нахуй. Никаких тебе советов по крафту, никаких размеров, никакой последовательности действий. Будь я советским школьником, я бы нахер выкинул этот журнал и пошел бы к деду в гараж пиво пить. Но, видимо, раньше вместо пива деды хранили в гараже бронзовые заготовки, расточные головы на фрезер, плазморезы и еще целый станочный, сука, парк. Странно все как-то.
Был хоть один чел, который реально что-то сделал по такому журналу. Согласен, что мышление у нас немного отличается от советского DIY-щика. Отличие в том, что мы, не будем напильником выдрачивать лезвие пилы, как это предлагает автор. Пошел он на... Так, короче, пока ты там ходил с Гошей рисовал, я уже тоже все нарисовал. Вот эта штука нам нужна. Вот это вот. Сейчас мы ее распечатаем и перенесем на металл. Ну, что-то типа того. Давай. Сейчас на металл ее перенесем и выпилим болгаркой. Удобно переносить чертеж какой-либо детали на металл через такой шаблон. Особенно, если тебе надо кучу отверстий сделать, а ручками впадлу вымерять все расстояния. Но в нашем случае это оказалось нахер не надо. Потому что чем мне эту огромную дыру в центре вырезать? Тоже напильником? Нет, спасибо. На плазме резанули, а потом расточной башкой прошлись. Двойная струбцина. При обработке деталей вот такое простое зажимное устройство с успехом заменяет настольные тиски. Насчет успеха что-то не уверен. Если эту херню делать из рельсы, то может она и способна заменить тиски. А если крафтить по инструкции, то есть много вопросов. В каком вообще, месте это может быть удобно? Авторы на полном серьезе предлагают сделать зажимную струбцину из блядской полосы металла. И чё мне ей зажимать? Мне кажется, тебе и так понятно, что бабкины деревянные прищепки справятся лучше. Чтобы эта завитушка хоть как-то функционировала, ей еще косынки и усиления надо делать. А в таком виде это тупо мусор, который еще и собрать не так уж и просто. Там привари, тут шайбу подбери, тут ручку добавь. А все, что на самом деле надо было сделать, это обоссать эту инструкцию. Пока я ковырялся с рукояткой, парни засели на какое-то совещание. В целом, крафт всей этой херни состоит больше из обсуждений, как по-нормальному сделать тот или иной узел. Потому что, повторюсь, автор статьи не поднапрягся объяснить, что мне делать в случае, если у меня нет 4-кулачкового патрона на токарный станок. У нас он, к счастью, был. Пришлось переставлять его туда-сюда пару раз, но для школьника с урока труда это было бы обычным делом, я уверен. Так, шток 12 получился замечательно. Но теперь надо сделать так, чтобы он в 13 детали вот так вот аккуратненько, хорошо ходил. Соответственно, мне надо вот в эту дырку сейчас его подгонять до момента, пока он будет практически без люфта ходить. Ну вот еще чуть надо снять, прям вот кропалик. У каждого советского деда же был 4-кулачковый патрон. Конечно, да. Вариант с подкладкой, конечно, тоже мог бы сработать, но что-то... Раз у нас есть этот, будем этот использовать. Изготовление некоторых деталей вообще логике не поддается. Точить тонкий фланец из цельной бабышки — это чисто как в том советском мультике про экономию материала. Ну бред же! Кстати, пока мы были заняты крафтом, пахан уже надыбал старую дрель. Надо заценить. А я вам напоминаю, что наш мерч можете купить по ссылке в описании. Например, футболки суперплотные из хлопка с принтом, сделанным шелкографией от художника панковских клипов. Не менее охуительные худаки с премиальной вышивкой, которая переживет хрен знает сколько стирок. Она вообще вечная, притом ткань настолько плотная, что весит он в районе килограмма. Мерч получился настолько качественный, что это не просто поддержка нас, это реально охуительная вещь сама по себе. Брелочки из нержавеющей стали, они вообще вечные. Нашивки 5,7 см на клею и на велкро-липучке. Наша фирменная разработка. Карандаши разметочные, столярные, строительные, с линеечкой. Их можно использовать как штангенциркуль.
Также мы добавили товары со старым лого, носочки из 100% хлопка и эмалированные кружки с нанесением горячей деколью. Ты ее хрен чем сотрешь, только скалывать. Не упусти свой шанс зацепить. Итак, вот она! Советская дрель, которая держится целое поколение. У меня дома подобная была, только без пластика. Лютая вещь. Стоила 1500 рублей целых на Авито. По ощущениям оборотов 1003, свистит, кряхтит, летит, блядь, со всех сторон. У нас что, дерьмовые инструменты сегодня? Не знаю, не уверен. Здесь еще какая-то переключака. Здесь цифра 2 вижу, ну, по маркировке. Здесь 1. Что она делает, кто знает, история умалчивает. Но нам же эта дрель нужна для чего? Нам она нужна для того, чтобы приводить в действие весь наш механизмус. Очень похожа на ту, которая указана в схеме. Прям, ну, максимально постарались найти похожую. Нам надо с нее патрон снять и посмотреть, есть ли там какой-нибудь конус ануса. Где винт? Винт, блядь, украли. Давайте попробуем эту штуку отсюда отжабить. Легко слетел. Все, конечно, ржавое, блядь. Зато хорошо, что есть пару лысок, чтобы за них зацепиться. Патрон отправляется в коллекцию патронов, и у нас есть конус. Сейчас я его буду замерять, но, скорее всего, это какой-нибудь конус Морзе 1, по ощущениям. Есть там внутри дырочка, в которую можно вкрутиться винтом, и это все хорошо. И даже вот сюда зажаться каким-нибудь хомутом тоже можно. Прекрасно! Мои замеры никакой пользы не принесли, потому что на токарном нет настройки «Сделай мне конус Морзе 1». Пришлось Диману вспомнить уроки тригонометрии и вычислять угол настройки резца, чтобы повторить эту форму. Тут я поверю, что такая задача для советского человека была бы не в тягость. Считали тогда хорошо, ведь у всех были логарифмические линейки и таблицы Брадиса под рукой. А мы вот точно отупели с этими вашими тиктоками, только лайки тыкать и можем. Кстати, спасибо, что ты тоже можешь и поставил его под этим видео. Термометр с удлинителем. Замерить температуру жидкости в бутылке с узким горлышком довольно трудно. Наденьте на термометр резиновую или полихлорвиниловую трубку, и проблема будет решена. Что ж, на первый взгляд лайфхак как будто рабочий. Но только в измерениях мы, мягко сказать, ограничены. Мало того, что градусник показывает только от 35 до 40 там с чем-то с хреном градусов, любая жижа комнатной температуры будет уже холоднее. Так еще и есть шанс случайно оставить градусник в бутылке. Есть у автора лайфхак на такой случай? А? Вообще эта проблема решается проще. Бутылку, блять, наклони. Я не знаю, кем надо было работать в то время, если не начальником завода, чтобы у тебя в доступе было так дохера разнообразного инструмента. Понятно, что мы многим пользуемся только, чтобы просто сэкономить время. Но если задуматься, сколько бы на это ушло часов, если делать все напильником и молотком, то это ж пи***ц. Затачивать зубья на лезвии из закаленной стали — это что-то еще геморрой. Да и не каждый напильник возьмет такую твердость. Про подгонку деталей я вообще молчу. Человек с техническим складом ума понимает, что у трущихся деталей должен быть правильный зазор, что у плотной посадки надо выдержать допуски, что плоские тонкие детали проще сделать из листового металла, а не точить их из цельного, блять, прутка. Но про это ничего не сказано в инструкции. А вот догадайтесь. На удивление, сборка всего вместе не вызывала таких трудностей. Наверное, это потому, что мы потратили дохуя времени на подгонку и додумывание за автором статьи. Причем додумывать чаще всего приходилось еще перед тем, как приступить к работе. Но с другой стороны, творческий процесс никто не запрещал. Каждый мог сделать как-то по-своему, что-то улучшить или добавить своих приколюх. Все эти статьи были больше подсказкой, чем четкой инструкцией. Хотя написано все так, будто это она и есть. И если у тебя тоже жопа сгорела из-за какого-то гайда от гаражных кулибинах, присылай в комменты или нам в телегу. Мы заценим и, может, еще что-нибудь повторим. Все зависит от тебя.
зубная щетка в новой роли. В практике домашнего мастера нередко возникает потребность в небольшой щеточке для зачистки мелких деталей, рифленых поверхностей, пластин или печатных плат. Очень удобно для этой цели обычная зубная щетка. Надо только изменить конфигурацию ее ручки, разогрев над пламенем газовой плиты или в кипятке. Ну вот тут могу согласиться, оттирать говно с деталей иногда и правда неудобно. Ну не каждая щетка справится, например, с поверхностной ржавчиной. И, видимо, у советского люда зубные щетки из стальной проволоки были. И вообще, как будто это проблема ради проблемы. Что мы, собственно, и попытались повторить. Благо, что сейчас есть куча разной химии, которая и без щетки смоет всю грязь. Ну вот мы и сделали эту штуку. Ну и мразь же получилась, честно говоря. Может, просто посмотрим на нее но она выглядит классно. В музее оставим. Да. Я сразу как бы знал наперед, с учетом всего опыта, всех вот этих вот гайдов и кучи лет канала. Я сразу знал наперед некоторые выводы. Мне интересно тебя послушать. Что ты почувствовал и какие эмоции у тебя были в процессе изготовления? Весь спектр эмоций был пережит. Я не знаю, с чего даже начать. Ты переродился как Наверное, человек. вот как мы прочитали всю Ага. инструкцию тогда вместе, примерно определились, что кто будет делать, уже было понятно, что будет прикольно. Мгм. Прикольно не было. Сначала, когда смотришь такой, ну вроде все понятно, Вроде, да, чертежи нарисовано, есть. это красиво, типа, ну тут вот Вроде это даже сюда, размеры это туда. какие-то указаны. Да, какие-то были указаны. А в процессе какой геморрой был? Что было Ай. самое геморройное? Самое геморройное в конце, когда вот вроде все детали сделаны, Мгм. такие, мы вроде все понимаем, ага, вот это должно двигаться так, мы это все стали собирать, а оно вот не подошло чуть-чуть где-то. Так. Приходится разбирать, подтачивать Где снова. именно? Где именно? Вот тут вот у нас ход ножей, Ага. у них там сколько, 16 миллиметров. Мы не попали по ходу вот этой всей фигни. Почему? Ну вот, не знаю, где-то неправильно просверлились. Он же указывал, типа... Да, у нас как бы диапазон просто не попал. У нас должны быть они и ножи, и шток одинаково ходить, Ага, а мы типа вот так. И он бился, короче, в край, не работало. ага. Пришлось разбирать опять, подтачивать, вот тут отверстия раздрачивать, Ага. даже посмотреть. Вон там есть, типа, чтобы мы могли регулировать. А этого не было в гайде указано? Нет, конечно. Здесь у них Ага. все точно, сразу, с первого раза. По Фу. чертежам, которых нет. Ага. Какого оборудования не хватило? Каких станков? М, Профессиональных, вот, из металлообработки. Шлифовальный, может Там быть? вообще написано токарный, фрезерный, сверлильный. Все. У нас все это есть как бы. Мгм, Но там параллельно еще закалка упоминается, шлифовка. мгм. Мы не закаливали, да? Шлифовка нет. Шлифовка вот этого отверстия внутреннего, ну я хз как, чем. Мы пытались туда залезть пневматической машинкой, которая ставится на суппорт Ага. токарный. Нет, она туда не залазит. А ты знаешь, чем они шлифовали? Нет. Вот в этом я не Советском знаю, Союзе. вообще понятия не имею. Палочкой со шкурочкой обмотанной. Да, И да, вот так вот. потрясающе. Ну это бы мы Очень через, точно. через месяц бы сняли тогда. Невероятно точная технология. Качество. О! А, еще есть прикол с дрелью. У Так. нее почему-то периодически отваливается муфта какая-то, видимо, в редукторе или я хз. Ага. Она типа просто начинает крутиться без контакта с валом. Вот здесь. Может быть, это как Мы раз вот этот пробовали, вот мы переклюк. пробовали, ничего не менялось, не знаю. То Оп. так, то так. Вот угадай. Давай, перед тем, как мы включим, мы будем до последнего тянуть этот момент. Что бы ты сказал автору этого гайда? Я за тебя скажу. Пошел ты на... Я за тебя скажу. Дмитрий у нас сдержанный, а я могу позволить себе многое. Вот этот веничек не жалко, я думаю. Пацаны прячутся просто за камерой, зная, что происходит. Сейчас первое включение будет, все такие... Давай иди сюда, уходи, а тебе не вылетит с эксцентрики эти ваши. Да тут нечему разлететься, по сути. Да ну конечно, оно всегда так и разлетается. 6 лет, давай не А держать-то ее как неудобно. Что это за пиздец? Ну типа меня вот так вот клонит. То есть Да, по да, большому да, счету здесь какая-то ручка вот такая вот нужна. Нет, ничего там нет. такого. Ничего не Прям вот указано? так и держишь, еще и мизинчиком нажимаешь. А может быть они вот так? Так тоже, блядь. Они вот так тоже, блядь, неудобно. У меня руки так то. Ох, эти ваши гайды. Ну ладно, давай.
О, вида? Ага. То есть она начала, потом что-то произошло. То есть обороты у дрели еще под эту хуйню не приспособлены. А вот так. Вот то есть. И вот С вами был Даня Крайсер, лаборатория БНБ. Всего доброго за этот прекрасный гайд. Просто обожаю советские технологии. Увидимся через 2 недели. Сука! Блять, ну нам придется дрель разбирать. Сейчас, погоди. Ну так попробуй. Нет, Я не знаю, почему он так вот ходит туда-сюда. ты понимаешь, в чем прикол? Где там сцепление Скорее всего, в редукторе, вот в этих прикол. Скорее всего, не сломалось, нам сейчас это разбирать надо. Но у нас же сегодня весь день на съемке, правильно? Мы же можем себе это позволить. Да. Ура! Я отключил, погнали. Легендарное качество. Чтобы что-то собрать, сначала надо что-то починить. Ремонтопригодность ебастическая. Все вот буквально пальцами чинится, без инструментов. Восстановили мы древнюю высокоразвитую технологию кинематическую. Переключение стало работать. Сейчас собираем дрели обратно и будем пробовать. А на какой будем? На первый, наверное, да? Давай пока на первый. Ну что, воскресили мы это дерьмо. Вот так вот держать даже удобнее, когда рукоятка вниз, как и должна быть у дрели. Хер его знает, почему на схеме они нарисовали так. Может быть, чтобы вместить в нижнюю страницу разворота, короче, эту дрель, или чтобы было лучше видно. Непонятно. Очень много непонятного. Все такое непонятное. Давайте, стартуем. Ну, кстати, знаешь, что хочется отметить? Что вот этот вот механизм достаточно Нормально? вообще хорошо работает. Как он там называется? Кривошип, по сути. Достаточно мягко работает, бронза в стали. Понятно, что вот эту байду всю надо, короче, калить, нормально затачивать. Потому Так и что вот там тоже, скорее всего, вот этот брусок стальной, они предлагали закаливать еще. Так. Шлифовать внутри. Окей, хорошо. А если вторая Давай скорость? вторую. Но он, кстати, он вроде режет, но какие-то зализывает просто. Ну, это из-за нашей заточки. Возможно. Заточка вообще отдельная история была. Это очень неудобно держать, просто пиздец. Блядь, моей! Я теперь понял, почему дрель должна быть рукояткой вверх. Потому что ты вот в таком состоянии ходишь и косишь. Но как держать вот это говно вот так вот при этом? Блять, эргономика просто ебнутая.
Я не представляю, как этим работать хотя бы минут 5. Это вообще невозможно. Просто вот так вот здесь стоишь. Если сложность изготовления и оборудования, которое вам потребуется, это 9 из 10, блядь, целый станочный парк. Мгм. Целесообразность изготовления 1 из 10. Один, да. И удобство 2 из 10, потому что есть удобные ручки, но держать больше 5 минут — это полный пиздец. В наше время есть вот такая штука. Она легкая, она стоит 2-3 тысячи. И то время, которое вы потратите на изготовление вот этой, вообще нахрен никак не окупится. Ну-ка, давайте затестим. Давай. Тут видео, у нее еще поворотная ручка есть. То есть ты можешь ее крутить, и вот как тебе удобно, так и держать. То есть вот это все сразу. Хотя, по идее, здесь тоже дрель можно крутить, как тебе удобно. Давай. Потрясающе. Ну, да. Ну, мы могли бы и Ну, заточить. примерно так же, как и там. Ну, да. Ладно, это было интересно. Это были проверки советских гайдов. С вами был Даник Растер, лаборатория БНБ. Увидимся через пару недель. Бам!